Приехала опять рыжая ТВХ. И, к сожалению, я уже знаю, что с ней делать. Ну, во-первых, каким-то невероятным образом вообще развальцевали, оторвали крепление подножки. Нужно будет все приваривать, наращивать металл вот здесь, потому что, ну, выработка бешеная, и мотоцикл просто валится на бок. И ни при каких условиях не хочет работать. И у него абсолютно страшный звук. Звук. Где у них там страшный звук? Звук в клапанах. Точнее, в выпускном клапане. Почему? Потому что, ну, видимо, настал период старения металла. И клапан сверху развальцован. То есть его разбило регулировочным винтом. Но благо все уже есть, прокладки, клапана туда-сюда, это я чуть попозже покажу. Но, в общем, надо разбирать и покажу в действительности, что там у нас есть и что с этим мопедом приключилось на этот раз. Так, на ТВХе разобрана, снята голова. Что приятно, то что видно хон риску. То есть поршневая у нас хорошая. При этом, если посмотреть на поршень, то видно, что он с запотеваниями масляными. Если посмотреть на голову, ну тут уже плохо видно, но видно, что голова мокрая, отпотевшая. И если мы смотрим в выпускной клапан, не увидите. Ну, в общем, там запотевание масляное. Ну, следственно, из маслосъемного колпачка, из-под маслосъемного колпачка масло и давило. Вот. А вот что послужило тому причиной, я покажу чуть позже, когда я вытащу пальцы рокеров, и вы все сами прекрасно увидите. Ну вот, собственно, то, ради чего мы все собрались. Вот так выглядит верх клапана. Это у нас выпускной. Вот так вот выглядит клапан вверх на впуске. Вот так вот выглядит регулировочный винт на выпуске. И вот так же он выглядит на впуске. Ну, то есть все это трупы. Остальное, ну, в состоянии походит. Потому что все равно это учебка, и тут каких-то сверхпоказателей не нужно. Произошло это по причине того, что мотоцикл эксплуатируется не в тех условиях, в которых должен эксплуатироваться. То есть минимум охлаждения, максимум нагрузки. Ну, опять же, это учебная площадка. Вот. Часто пролюбливают момент, когда клапана начинает стучать. Ну и плюс видно старение металла банальное и ослаб металл. Собственно, вот весь и итог, который получился. Но это было уже ожидаемо. Это случилось не вчера и не сегодня. То есть с этим еще какое-то время мотоцикл эксплуатировался. Но, тем не менее, вот что имеем, то имеем. Всего скорее надо будет, сейчас как-то отшибать сухари. После чего спиливать клапан 100%. Потому что вытащить его, не повредив направляющую, будет невозможно. В общем, такая вот история. Ну, ничего, вытащу, покажу. В итоге вот так вот выглядят клапана. Все развальцованные, разбитые, маслосъемные колпачки разбиты, что неудивительно. И то же самое с этой стороны. Ну, маслосъемный колпачок, благо, нормальный. Ну, все равно менять, но я имею в виду не разбитый. Ну, а клапан развальцован точно так же. В общем, сейчас бормашиной срежу клапана, чтобы их вытащить. Ну, а дальше уже начну подготавливать все, чистить, мыть и так далее. Вот такая вот петрушка здесь у нас происходит. Так, клапана, собственно, я вырезал дремелем с обычной маленькой насадочкой. Худо-бедно, чик-чик, мы клапана спилили, и вот, соответственно, верхняя часть
которая развальцована. Теперь, ну, остается, в принципе, маслосъемные колпачки можно сдернуть. Это не вызовет проблем. Вот. Да, хотя проблему вызывает. Маслосъемный колпак пришкварился. Да, в общем, не так все просто, как хотелось бы. Ой, ну, все, собственно, самое страшное это уже произошло, поэтому хуже не будет. Все это моем, чистим и собираем. Особых никаких приключений больше я здесь да и не вижу. Как только что-то здесь подготовится, естественно, будет следующее включение, и будет оно очень скоро. В общем, что-то да подготовил, но в целом картина, на самом деле, по вот этой вот голове от этого их удручающая. Потому что, ну, во-первых, вот у нас состояние распредвала. То есть к нему постель приваривалась, и приваривалась неоднократно. Коромысла вроде как износа нету, но они синие. Пальцы коромысел. И задир, и они тоже синие. Вот на этом вообще все это прекрасно видно. Все, сука, синее. Ой. Короче говоря. Далее. Вот уплотнительные резинки клапанных крышек. Мы их берем, складываем. И вот как назло на камеру не показывает. Но, как видим, она уже порвана. Вот кусочек висит. От, судя по всему, неоднократных перегревов. Они тоже превратились в камень. Задняя постель, на удивление, в головке пока еще жива. Это, конечно, крайне странно, но она жива. Судьба, конечно, тяжелая у этого мотоцикла. Работа на учебной площадке, это, конечно, да. Но, в общем, худо-бедно приведем это в состояние, чтобы работало. Потому что большего здесь желать не приходится. Несмотря на все вот это. Но этот распредвал это вообще каша мяса. Попробуем установить китайский распредвал. Ай, эта постель, ну естественно все. Она до свидания. И, наверное, надо пробовать переходить на подшипники. Потому что это уже делали люди. Говорят, что ходит. А в случае вот с этим вот работой на малых скоростях с максимальным перегревом, я думаю, подшипники так вообще прям хорошо зайдут. Пальцы рокеров я поищу бэушные, но что-то получше, потому что их нету, а работать должна. Патрубок впускной китайский, хоть и новый, но с ним уже были проблемы, но надеюсь, как-то эти проблемы удастся обойти, и эта херня будет работать. Все, скорее надо убрать вот эту вот резиновую ступеньку, которая не совпадает со ступенькой на карбюраторе. То есть он не входит в паз, а получается, что вот эта вот резинка из-за конусности наоборот выдавливает карбюратор и происходит подсос воздуха. Ремкомплект прокладок Vertex. Есть оригинальные прокладки, но ставить я их сюда не буду, потому что это нецелесообразно. Я их поставлю на какой-то более живой мотор, который мне будет внушать большего доверия. Какие-то резинки я, конечно, отсюда возьму, но, например, вот прокладки клапанных крышек, прокладку крышки ГРМ я поставлю только оригинал, потому что вот эти вертексские в режиме площадки превращаются в камень, но слишком быстро. Новые клапана, но тут деваться некуда. Оригинальные новые регулировочные винты. Я думал, что их вообще нету, слава богу, что их я когда-то включил в список.
Новая уплотнительная резинка оригинал патрубка впускного, 2 маслосъемных колпачка. Короче говоря, головка сейчас, ну, худо-бедно в жизнеспособное состояние вернется, но это далеко не идеальный ремонт, и если бы я так делал клиенту, то я бы так никогда не делал, потому что, ну, в рамках учебной площадки, да, и тут как бы, ну, оправданы все риски и так далее, вот, но если бы делать кому-то ремонт, то тут, наверное, проще поменять всю головку, чем пытаться что-то делать с этой. Но, опять же, это учебный мотоцикл, здесь каких-то задач не стоит, он через год приедет с точно такими же проблемами, даже если собрать на всем новом и оригинальном. Ну, нецелесообразно, короче говоря. Вот. В общем, сейчас притру клапана и начну, наверное, сборку этого чуда. И наверняка что-нибудь я еще и покажу. Короче, это пиздец. Думаю, ну, подсопливая прокладка под цилиндром. Тоже не оригинал была. Думаю, ну ладно. Раз сопливит, что тут цилиндр, 2 болта отвернуть, поменяю. Отворачиваю. И вижу вот это. Вот я не знаю, насколько вам видно, но чтобы вы понимали, вот это 2 кольца должны быть одинаковых. Вы видите количество нагара? Его не то, что, блядь, мотоцикл перегрели. Его, блядь, у меня нет слов. А потом удивляется, что он масло у них жрет. Пиздец. Просто пиздец. Кольца легли. Маслосъемные, я вот их сейчас ножом, блядь, и вот этой вот хуюмбалой выдирал. Прикалываются, что ли? Я не понимаю уже. Просто пиздец. Чтоб так кольца захуячили, но это вообще. Это нужен, блядь, талант. То есть, ну, маслосъемных колец не было. То есть, вот, ну, они были, но их не было. Клево, классно. Мне нравится. Так, короче, хромую, косую, но голову я собрал. В итоге собрана на китайском распредвале. На другой, более живой постели. Пись маслом сделал. В противном случае ТВшная голова очень быстро отъезжает еще в момент первого запуска. То есть здесь все помазано. Новые винты регулировочные, гайки старые. Пальц рокеров один нашел, который был получше. Это лучше, чем ставить родное при любых раскладах. На патрубке впускном эту ступенечку убрал. Прокладку к крышке ГРМ установил новую. На клапаны пока еще не установил. Но это вопрос 5 минут, они где-то лежат. Новые клапана притер. И плюс еще вот поршень установил. Кольца теперь ходят. Просто их почистил, насколько это было возможно. Но все равно это все полумера. И вообще страшно, когда вот так вот эксплуатируется техника. Жить она, в принципе, не может, а если и может, то с большим трудом. Такая вот грустная история. Но, тем не менее, я думаю, запуск будет и будет успешным. И пока что я буду устанавливать новую, ну не новую, старую перебранную головку. Собрал и даже завел. То, что вы слышите страшные стуки, это стучат клапана. Стучат они по причине того, что настроены они были на глаз. Ну, не от моего разъебайства, а просто для запуска, чтобы он хоть чуть-чуть поработал, чтобы клапана просто, ну, новые клапана сели на свои места. Сейчас, естественно, он чуть-чуть поработает. Ну, тут много не надо, минуты 2. Ничего за это время не произойдет там от этого стука и больших зазоров. Просто сядут клапана на место, сливаю масло, настраиваю клапана, и я думаю, будет прекрасно себя чувствовать мотор. Если его, конечно, еще так жестко не перегреть парочку раз. Вот. А на самом деле работает ровно и чисто, и самое главное, он вообще теперь не дымит, хотя он поддымливал. Ну, естественно, неудивительно, потому что в усмерть зажатые кольца, чего, в принципе, ожидать. Ну, в какой-то степени это, наверное, определенный успех. Потому что, ну, работает.
Мотор работает, работает ровно, не глохнет, ничего. Это очень сильно удивляет, учитывая то, что собран он, скажем так, из говна и палок. Будем честны. Вот, в общем, сейчас сливаю масло, регулирую еще раз клапана. Ну и, собственно, все. Можно будет показать запуск, как он работает уже в своем нормальном режиме. Вот как так. Все хуйня, давай по новой. Все на полу, все разобрано к херам опять. Собственно, что? Стук. Как не регулируй клапана, что не делай, стук не уходит. Регулировал клапана и зажимал, и распускал, и ничего не поменяется, идет стук. Думаю, ну ладно. Раз уж такое дело пошло, сниму голову. Думаю, вдруг по каким-то причинам клапан вдруг стал доставать поршень. Ничего подобного нету. Задиров на цилиндре нету. Там если палец бил или еще что-то. Нет. Вот коромысло. Свободно ходят, люфтов никаких превышающих там нету. Все плавно, все ровно. Это коромысло точно так же. Вот распредвалы. Как видим, разнос по посадке звезды есть. Но этот размер даже не зуб. То есть, это ни на что не может повлиять. И самое-то интересное, что еще вчера я переставлял туда-обратно все это. То есть цепь кидал на зуб в плюс, на зуб в минус уже. Думал, что что-то такое случится, но нет. И, честно говоря, это первый раз в жизни, когда с ТВХ происходит вот такая хрень. И я, честно говоря, уже не знаю, куда лезть. Потому что, в принципе, коленвал еще худо-бедно нормальный. По поршню нигде ничего не бьет. Цепь не вытянута. Что стучит, не знаю. Вот что хочешь, то и делай. При этом обороты набирает, работает просто ровнейше, но идет стук на любых оборотах. В душе не ебу, что с ним. Есть, конечно, призрачное подозрение, что отвернулась обгонная муфта. Но опять же, звук должен быть более глухой, а тут звук как будто клапанный. Короче говоря, сейчас, накидываю обратно голову. Тут ничего я не нашел. Ой, будем смотреть, копать куда-то дальше. Причем никакой ни стружки, ничего нету. Чистейшее масло, чистейшая голова. Но, однако, не знаю. В общем, ситуация крайне странная. Несмотря на то, что я перебирал эти моторы уже, наверное, не первый десяток раз, все это по факту не стоит ничего. Я снял голову. Я вытащил распредвал. Сравнил еще раз распредвалы. На китайском распредвале вот эта вот шпонка смещена, грубо говоря, на 2 мм против часовой стрелки, то есть влево. Но это смещение дает погрешность всего в ползуба. Это в принципе ни о чем. Далее я проверил, как ходит рокер. То есть рокер, они же коромысла, ходят прекрасно от руки. Масло в голову поступает, вся голова залита маслом. Постель распредвала также залита маслом. Никакого люфта нету. Распредвал крутится с усилия руки. Никаких там ни боковых, ни осевых перемещений у него нету. Клапаны открываются и закрываются прекрасно. Видимых трещин в посадке рокеров нету. Но кто знает. Переставлял цепь на зуб вперед, на зуб назад. Ничего не меняется, только ухудшается работа либо на холодную, либо на прогреве. В итоге установил все как по заводу. Стук есть. Но стук стал меньше, как бы это ни было странно.
В итоге с владельцем мы здесь сидели, уже с подключением его головы, моей головы, и пришли к мнению, что надо оставить как есть. То есть он стабильно работает, набирает обороты, на площадке, что называется, пойдет, ничего с ним не случится. Тем более мы имеем то, что уже начинает люфтить коленвал в коренных подшипниках, и через год этому мотору дорога на полнейшую переборку. Ну, то есть реально снимать мотор, колоть его, дефектовать. И может быть хоть тогда выяснится, в чем проблема. Есть у меня подозрение, что это стучит палец, но палец так в целом стучать не может. То есть, что клапана, что палец, они стучат на определенном диапазоне оборотов. Здесь же на всем протяжении оборотов. И опять же нельзя угадать, когда это возникло, потому что состояние клапанов вы видели и могли ссылаться на то, что стучат на клапана, а по факту было разбито что-то другое. По поводу того, почему разбиты так клапана старые. Старые клапана разбиты так сильно, потому что распредвал люфтил в постели. Ну, то есть зазоры выставляй, не выставляй, зазоры будут плавать, потому что распредвал гуляет вверх-вниз, вправо-влево. Сейчас же все плотно. По итогу, то есть мотор сейчас не дымит, ровно стабильно работает, набирает обороты, но присутствует вот этот стук. Абсолютно для меня неизвестного происхождения. Может быть, я, конечно, такой дохуя хуёвый механик, но если есть кто-то более умный, ну окей, предлагайте свои варианты в комментариях, может кто-то имел опыт. Я лично понять не могу. В общем, по итогу мотор мы сейчас собрали как есть в 30-й раз. Все перепроверено, ну и будет он работать вот так. А там уже по ситуации, что называется. Далее. Когда больше года назад мотор точилась поршневая, у него развалился родной стартер. Ну, то есть сальник умер, пошло масло, засрались щетки, все залипло, все сгорело. Его забрали без стартера, со сломанным, и заводили с кикстартера. После чего установили китайский стартер, и ситуация как будто бы не поменялась. То есть вы нажимаете на кнопку, а ощущение, что стартер делает вот такие вот звуки, как будто ему не хватает напряжения. В общем, я думаю, и тогда мы ссылались на то, что, возможно, что плотная поршневая, ему на холодную тяжело. И самое интересное, что на горячую-то он заводился. Вот. По прошествию времени, я думаю, собрал мотор, думаю, сниму стартер. Точнее, даже не сниму. Напрямую подкидываю аккумулятор второй. Раз. Заводится. Такие думаю, наверное, аккумулятор плохой. Скидываем старый аккумулятор, устанавливаем другой. Хуяк, а ситуация не поменялась. Такое интересно. Беру напрямую на клемму на стартер, подкидываю заряженный заведомо и рабочий аккумулятор, а происходит то же самое. Напоминаю, что стартер стоит китайский. И что мы видим? Разбираю я стартер, точнее вытаскиваю щеточный узел. Кстати, да, на китайском 4-щеточный стартер вместо 2 ТВшных. Я считаю, что это во много раз лучше и сделано все неплохо. Снимаю вот эту крышку, тут какой-то смазкой зачем-то намазано, хотя она здесь не нужна. Масла в стартере нету, сальник держит. Такой. Вытаскиваю ротор. Точнее, сначала увижу вот так вот в корпусе, когда он вытаскиваю его. А на нем вот такая вот картина. Короче говоря, изначально этот стартер был, наверное, бракованный или не бракованный. Суть в том, что, видимо, его либо уронили, либо еще что-то случилось. И магнит один из 4 изначально отвалился. И получалось, что стартер крутил вот вместе с прилипшим магнитом. То есть и полярность нарушалась, и просадка, и плюс еще магнит, который держит ротор. В общем, все сошлось.
И в этом и была вся проблема. Ну, сейчас я стартер этот отмою, соберу, что могу, и поищу какой-нибудь клей, на который можно просто банально вклеить магнит, и стартер будет работать. Единственная проблема — это сложность с установкой 4 щеток, потому что все, что я помню о 4 щетках, это боль и страдания. Потому что вставляешь 3, вылетает 1, вставляешь 1, вылетают еще какие-то, в общем, ну, справимся, конечно, но вот такая вот ситуация. А по поводу мотора у меня прям истинное удивление на самом деле, потому что такого никогда не было, и чтобы вот ты разбираешь, смотришь и не видишь ничего. В общем, будет он эксплуатироваться, а там, что называется, посмотрим. С одной стороны, это неправильно, с другой стороны, ну, мы в конце концов не на кругосветку едем, а в пределах доступности на закрытой площадке этот мотоцикл будет ездить. Если даже что-то случится, ничего не произойдет страшного. Как бы все страшное уже, видимо, произошло. Вот. Но все равно определенный результат достигнут. По крайней мере, клапана похожи на клапана. Маслосъемные кольца и остальные кольца разжаты. Он больше не дымит. И это все-таки успех. Сейчас еще починим стартер, и будет вообще красота. Остается решить вопрос с подножкой, сварить ее. Ну, а дальше уже, ну, как пойдет, что называется. Вот так вот. Ну, и, естественно, я когда стартер соберу, покажу, как он запускается, не запускается. Вот. Такая, в общем-то, история. Невидимые движения с подножкой, в общем, ой, как показать, худо-бедно насрал тут по кругу, все, естественно, варилось по масличку, все как мы любим. С двух сторон вот так наварен металл, то есть все, что подножкой было выбито, теперь не выбито. И сейчас остается шлифануть, выровнять отверстие, и подножка вернется на свое законное место, по крайней мере, хотелось бы в это верить. В идеале было бы, конечно, все это на снятой, ну, на голой раме делать, чтобы все это удобно, красиво и так далее, но имеем, что имеем, поэтому вот так вот. Я зачинил подножку. Надеюсь, что не до смерти, но, тем не менее, она готовенько. Короче, вот так все это выглядит. Так, наверное, уберу свет. О. В общем-то, ровненький металл. В общем, ну, вот и видели вы эти страшные швы наваренные. Все это убрал, все выровнял, с двух сторон, соответственно, все это сделано. И серединочку вот ПШМ-кой с фрезой сделал. И, в принципе, наверное, ну да, вот подножка заходит. То есть, а дальше уже, что называется, дело техники. Вот она на месте. То есть, вот теперь есть 100% рабочая подножка, что называется, полностью работоспособна, и самое главное, это не отвалившийся кусок. На подножку тут немножко, где ограничители были подразбиты, части тоже наварил, и, собственно, готово. Так, в общем, завершающая часть. Стартер я собрал, стартер работает. Давайте сразу к запуску, а потом уже поговорим. Смотрите, в чем суть. Ладно, допустим, вот этот вот стрекочущий звук, но есть глухой звук. Выжимаем сцепление, звук становится меньше, но глухой стук остается. Что это за глухой стук? Это глухой стук обусловлен тем, что просаженные коренные подшипники коленвала. Плюс при выжиме сцепления это уже износ корзинам сцепления. И, как и говорилось, у этого мотора задача отработать еще год, а дальше без вариантов тут полная переборка. Собственно, больше ничего сказать и нельзя. Ну, самое главное, что вот стартер заработал и славненько. К сожалению, лучше в данном контексте я сделать не могу. Хуже тоже уже, наверное, нельзя.
Поэтому, несмотря на то, что результат не сказать, что даже удовлетворительный, но, по крайней мере, мотоцикл в строю, и свою задачу он выполнять будет. А что будет дальше, покажет время и эксплуатация. А пока это будет, увы, но все.